Ну что ж, еще за один день в раю. Another day in paradise. Сегодня практически первый раз за все время почти штиль. Я даже спустил тузик и съездил в магазин на берегу. А то у меня практически уже все запасы кончились, кроме дошиков. Ну, воды, конечно, питьевой много. Вот. Сегодня неплохо покатал, наконец-то без передоза. Так тут все время дует, тут здесь чоп. Здесь нет флета, здесь чоп, и поэтому, когда дует, на тузике на берег ехать мокро слишком получится, весь забрызгаешься. А сейчас вот ветра нет, значит будут комарики. Я вот уже дверь закрыл. Сегодня ветер с севера, даже немножко северо-восток, поэтому меньше чопа и он слабее. Ну, пойдем немножко покатаемся, половим порывчики. Ветер скис, просто поснимаю вам красивую картинку. Черепаха, нифига себе. Я чуть не задавил черепаху. И прямо у меня был черепунги.
Так, и что тут с камерой? Ой, она записывает, что ли? Приехал посидеть, отдохнуть. Сегодня опять мало ветра, поэтому сегодня мы идем исследовать остров. Итак, лодку я уже закрыл. Сажусь на тузик, еду в Агеанна. Там должен быть причал. Я не уверен, я во всем белом. Беру пакет с мусором. И там есть прокат авто. Ну что ж, погнали. Ну вот он, этот рыбацкий причал Агеанна. Вот тут припарковался. Немножко забрызгался, но прям совсем чуть-чуть. Потому что ветер все-таки 16 узлов, видимо, поддувает иногда. Ну ладно, добрался. После того, как у меня опрокинулся тузик с мотора на порыве на Самосе, что-то холостые теперь вот такие, нестабильные, глохнет. Арендовал машину. Сначала зашел в один прокат. И там депозит только с кредитной карты они брали 600 евро. Но поскольку у меня нет кредитной, соответственно, пришлось пойти в другой прокат. Здесь они тоже депозит хотели 500 евро с кредитной картой, но потом девушка позвонила своему боссу, и тот сказал, что просто пускай в залог оставит паспорт. Ну, я оставил паспорт. Надеюсь, какой-нибудь кредит на меня не откроют. Тут я должен вам рассказать какую-нибудь историю про Наксос. Именно на Наксосе больше понимаешь Агриппа. Согласно греческой мифологии, Дионис, один из главных богов Олимпа, бог вина и всего, что из этого следует: веселья, раскрепощенности, нарушения правил, свободы, хаоса, ну и шоу и театра. Аполлон – бог света, музыки, поэзии и внезапно лучников. На Наксосе есть как минимум два артефакта 6 века до нашей эры. Это Портара, врата, символ Наксоса, и Курус из Флерио, статуя. Оба артефакта так и были недостроены. И непонятно, кому из богов они были посвящены. По легенде, около 530 года до нашей эры правитель Лигдамис решил построить самый большой храм в Греции, посвященный то ли Дионису, то ли Аполлону. Но Лигдамис был вскоре свергнут, а рабочие успели возвести только гигантский мраморный дверной проем. Еще одна легенда про Наксос связана с Тесеем и Ариадной. Как вы помните, Тесей, сын царя Афины Гея и бога Посейдона, победил Минотавра на острове Крит и смог выбраться из его лабиринта благодаря клубку ниток, который дала ему Ариадна, дочь царя Миноса. Так вот, Тесей забрал принцессу Ариадну с Крита с собой, но что-то у них на яхте Тесея пошло не так, и Тесей высадил Ариадну на острове Наксос. Но не переживайте, вскоре на Наксос приехал отойти от очередного загула Дионис, встретил Ариадну и сделал ее своей женой. Так что Греция – это всегда только про хэппи-энд.
Вот такие тут есть пляжи дикие. Прям райские кущики. Даже асфальт пошел. Вообще тут на юге Наксоса дорог практически нет. Вот сейчас ехал по какой-то гравию, но машин тоже нету. Тут такие необжитые места. Плака. Это чуть дальше. Вот надо сюда переставляться. Вон там где-то я далеко белеюсь. Этот вот камень за мной, ну, вдалеке. Вот катамаран здесь стоит. И там дальше еще вот катеры катаются. Вот где надо катать. Интересно, а где тогда тут якорь бросать? Вот здесь я и бросил потом якорь. И стоял несколько дней, пока не случился небольшой шторм. Как и полагается в Греции, все закончилось хэппи-эндом. Хотя видеозаписей у меня почти никаких не осталось, так как покинул я этот спот очень стремительно, но об этом чуть позже. А сейчас небольшой обзор спота, который я все-таки успел записать.
Отчет по споту Микривигла на острове Наксос. И начинаем сходу с оценок. Оценка отлично за оживленность спота. Очень многолюдный спот. Порядка 15-20 кайтов. От 2 до 6 вингфойлов. И даже замечены 2 виндфойла. Но, правда, ни одного виндсерфера здесь я так и не увидел. Следующая оценка отлично за ветер. Ветер ровный, меняется плавно в небольшом диапазоне, поэтому оценка за ветер отлично. Следующая оценка отлично за якоринг. Правда, здесь не так много мест, где можно удачно встать на споте. Я встал рядом с небольшим островком Панагия Парфена с церковью. Вот он здесь. Сейчас покажу вам. Сейчас покажу вам на карте. Это находится, вот он, наш остров Наксос. Вот здесь видно, где мы стоим. И вот слева здесь находится небольшой каменный островок. Сейчас позже вам его покажу. Вот здесь небольшой песчаный кусочек, где можно зацепиться и стоять удобно. Чуть ниже по ветру. Чуть ниже по ветру основных галсов, которые идут с пляжей. Пляжи находятся, пляж Микривигли находится там. Оттуда все стартуют, и чуть выше по ветру от меня проходят галсы. Вот. И я стою в самом конце галса практически. Вот. Поэтому никому не мешаю. И в этом особенность, что встать мало мест, потому что тут находится галс для катания, и встать особо мало где. Да, кстати, надо помнить, что от пляжей надо бросать якорь не ближе, чем 500 метров. Вот, в этом тоже есть условность. Но я стою не напротив пляжа, напротив каменного обрывистого берега, поэтому я стою правильно. И последняя оценка. Оценка хорошо, это за поверхность воды. Здесь чоп. Ветер, направление ветра прижимной, то есть оншор. Ну, как любят кайтеры, чтобы их не уносило. Вот такие условия катания. Давайте теперь посмотрим на камеру. Значит, сначала покажу вам место дислокации. Вот он, этот островок Панагия Парфена с церковью. Теперь поворачиваемся в другую сторону. Смотрим спот. Вот это пляж Микривигла. И мы видим, какие здесь условия катания. Вот такой чоп. Сегодня дует 20-22 узла сейчас пока раздуло. То есть 10-11 метров в секунду. Вот народ постепенно начинает выходить. Ну и я стою вот напротив такого берега. Так что приезжайте на Микривиглу. Короче, я попал в приключение на Микривигла. Так раздуло. Я думал, что вечером может чуть-чуть стихнет, и я тогда сниму с якоря. Но уже начинало солнце садиться, и я подумал, блин, а ведь прогноз еще и на завтра, то есть если всю ночь так будет. А меня якорь начал ползти уже.